Ну все довольны? Лови. Сначала пристегни, а потом отпускай. Да, есть у меня такая черта. Предупреждать надо. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. 1+1 2011 года Intouchables, неприкасаемые, французская комедийная драма от режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано, написавших сценарий фильма 1+1. Главные роли в фильме «Неприкасаемые» сыграли Франсуа Клюзе и Омар Си. Лента стала второй по количеству зрителей в истории французского кино. Больше половины французов назвали фильм 1+1 главным культурным событием 2011 года. Фильм 1+1 основан на реальных событиях и рассказывает об успешном аристократе Филиппе, который в результате несчастного случая оказывается в инвалидном кресле и берет себе в качестве помощника бывшего мелкого правонарушителя, чернокожего сенегальца Дриса. Алло? Алло, Дрис. А может, уедем куда-нибудь? Без лишних вопросов? Да, лучше без них. Хотите свалить отсюда? Да, вот именно. А куда? На свежий воздух. На свежий воздух. Сейчас заскочу в душ и приеду. Фильм 1+1. Актеры и роли. Франсуа Клюзе, Филипп Поццо-де-Борго, аристократ-паралитик. Омар Си, Дрис Бассари, выходец из Сенегала, компаньон Филиппа. Ан Лени, Ивонна, домоправительница Филиппа. Одри Флеро, Магали, ассистентка Филиппа. Альба Гая Белуджи, Элиза, приемная дочь Филиппа. Сирил Мэнди, Адама, младший брат Дриса. Томас Оливерис, Бастиан, бойфренд Элизы. Он дерево? Дерево поет. Это немецкий? Ну что такого? Все по-немецки. Еще и по-немецки. Ну вы псих. Сюжет фильма с Омаром Си 1+1 основан на реальной истории, по которой в 2004 году был снят документальный фильм. Однако в реальной жизни прототип Дриса был не африканцем, а арабом. Омар Си за роль в фильме 1+1 получил премию «Сезар» как лучший актер, выиграв у Франсуа Клюзе. Фильм «Неприкасаемый» 2011 года получил еще 7 номинаций, в том числе на лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую актрису второго плана Ан Лени. Фильм 1+1 получил гран-при Международного кинофестиваля в Токио, где Франсуа Клюзе и Омар Си были названы лучшими актерами. Первоначально на роль Филиппа Поццо-де-Борго планировался Даниэль Атой. Осторожно, осторожно. Внимание, вопрос. Где паралитик? Где паралитик? Не знаю. Там, где ты его бросил. Вот негодяй. С ума сойти. Несмотря на то, что ему пришлось играть совершенно обычного человека, Омар Си сбросил при подготовке к съемкам почти 5 килограммов веса. Актер посчитал, что стандартный житель предместья с такой предысторией должен обладать более атлетическим телосложением. В основу фильма 1+1 2011 года была положена реальная история французского бизнесмена и аристократа Филиппа Поццо-де-Борго, который остался парализованным после несчастного случая 27 июля 1993 года. Режиссеры Оливье Накаш и Эрик Толедано лично посетили живущего в Марокко Филиппа Поццо-де-Борго. Знакомство с ним и произнесенная им речь многократно увеличили их желание поставить фильм «Неприкасаемые» на основе его истории. Я понял. Фрэнк Заппа. Одно лицо с ним вообще. Нет, это фигня. Как православный священник. Я поп. Вы поп. Я готовлюсь к худшему. Нет, что вы, вам очень понравится. Так я похож на деда. Правда? Ой, Филипп, эти усы прям не знаю, что со мной делают. Я вся горю. Ну что, все сбриваем? Да, спасибо. На том, чтобы в первую очередь сделать фильм 1+1 комедией, а не драмой, усиленно настаивал сам Филипп Поццо-де-Борго. Он не хотел, чтобы основанный на его жизни фильм стал историей сострадания и жалости, ведь в реальной жизни, по сравнению с фильмом «Неприкасаемые», большее место занимали отношения Филиппа и его жены, больной раком и затем скончавшейся. Селу Абделю приходилось также ухаживать за ней и спасать друга от депрессии после ее трагического ухода. Незадолго до начала съемок Франсуа Клюзе в 1+1 лично посетил Филиппа Поццо-де-Борго с тем, чтобы получить необходимую информацию для своей роли, наблюдая за его манерой движения, дыхания и речи. Омар Си был приглашен сыграть в фильме 1+1 еще до того, как был написан сценарий. Давай. А почему бы и нет? Да, вот именно. Ну, вперед. Раздевайся, что ж ты. Ишь ты какая. Шалунья, да? Люблю таких. Вот, раздеваюсь. Это я мигом. Чего? Фильм 1+1 сюжет.
Богатый аристократ Филипп Франсуа Клюзе, парализованный после того, как разбился на параплане, ищет себе помощника, который должен за ним ухаживать. Одного из кандидатов, чернокожего Дриса, Амар Си, работа не интересует, ему нужен формальный письменный отказ, чтобы продолжать получать пособие по безработице. Но неожиданно именно его Филипп берет на работу. Выходцу из Сенегала с криминальными наклонностями, любителю мульхана, женщин и ритмичной музыки, совершенно неизвестны хорошие манеры, он груб, бестактен и чужд всяких условностей. Но именно его естественность и непосредственность привлекли Филиппа. Страдая от заключения внутри собственного тела, жалости окружающих и внутреннего одиночества, Филипп хочет чего-то нового. В роскошный и чопорный дворец Филиппа Дрис приносит частичку хаоса, а в жизнь Филиппа дух приключений, спонтанности и легкости в отношении к любым проблемам. Между ним и Филиппом завязывается крепкая дружба. Однажды Дрис узнает об Элеоноре, подруге Филиппа по переписке, которая не знает, что он парализован. В результате Дрис уговаривает Филиппа позвонить Элеоноре. Та просит Филиппа прислать его фото. Дрис находит в альбоме два фото Филиппа. На одном видно инвалидное кресло, на другом нет. Дрис и Филипп сначала решают отправить первое фото, но потом Филипп пугается и просит домоправительницу Ивонну, Ан Лени, заменить фотографию. Филипп отправляется на свидание в ресторан, но в последний момент передумывает и просит Ивонну срочно увезти его, разминувшись в дверях с неузнавшей его Элеонорой. Через некоторое время по семейным обстоятельствам Дрис вынужден покинуть Филиппа, но тот уже не может без него обходиться. Жизнь кажется ему пустой, но в этот момент Дрис возвращается. Он увозит Филиппа на берег моря, возвращая ему вкус жизни. Дрис приводит Филиппа в кафе, где сообщает, что обеда с ним не будет. Компанию Филиппу составит Элеонора. Да вы чё, Филипп? Она сама телефон написала. Это значит что? Позвони, я полежу тебе ухо. Да, Что он делает? вот так, Филипп. Не набирайте. Она устала от стишков. Полгода одни стихи. Да что ж Позвоните такое? мне, Совсем я больной. вас люблю. Слушайте, остановите его, все равно я не буду с ней говорить. Проверим, есть ли у нее говор. В Дюнкерке все такие. Положите трубку. Я хочу тебя, Филипп. Потерпи, сейчас получишь. Алло? Голос не жабий. Фильм с Амаром Си и Франсуа Клюзе «1+1» 2011 года вернул к жизни веру в успех французского кинематографа, а многочисленные отсылки к событиям современного общества в сочетании с социальной сатирой дали ему огромный по меркам жанра успех. Зрители в рецензиях отмечают отличную работу Амара Си в «1+1» и химию с исполнителем второй главной роли Франсуа Клюзе, без которой фильм «Неприкасаемый» вряд ли бы получился столь же удачным. Это кино о силе дружбы и любви, о том, насколько один человек может изменить другого в лучшую сторону. Однако, скорее всего, фильм «1+1» не имел бы такого успеха, если бы в нем не было дополнительного подтекста, скрытого смысла. В фильме сталкиваются два мира – Дриса, мир криминала и бытовой неустроенности среди трущоб, и Филиппа, который олицетворяет присытившуюся Европу, смотрящую на остальной мир как бы сверху. Такое столкновение в жизни может вполне привести к катастрофе, но в концовке фильма наоборот рождается что-то новое и прекрасное. Каждый обретает свое счастье. Всю идею фильма «1+1» выражает ее официальный слоган. Порой нужно проникнуть в чужой мир, чтобы понять, чего не хватает собственным, чтобы навсегда не остаться неприкасаемыми.